Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Всем привет из города-героя Севастополя. Меня зовут Ирина. В этом видео я хочу вам показать, что мне цветет на сегодня. Часть орхидей уже отцветает, какая-то отцвела, какая-то наполовину, а долгожители, долгоцветущие орхидеи еще и не думают терять свои цветочки. Первой орхидеей хочу вам показать вот эту красавицу. Это орхидея Сафир. Вот она еще немножко и будет в полном распуске. Но у Сафира есть нехорошая черта. Он вот не успевает распуститься до самого последнего бутончика, как может уже начать краевые самые первые цветочки сбрасывать. Особенно касается это, когда уже большой цветонос, разветвленный, вот как этот. Сейчас предпосылок нет, но, возможно, и начнет отцветать. Пока эта орхидейка, вот такая красавица, в полном распуске. Смотрю, пожадничала она 2 ответвления, вот сверху. Первое, видите, даже 3. Пропустила, и пошел уже потом основной цветонос. А здесь вот дала 2 ответвления в начале. Об этой орхидее меня попросили рассказать одна зрительница, у которой не получается подружиться, не может подобрать ему посадку. Мой Сафир у меня с 2020 года, когда я его купила азиатским подросткам в размере 2,5. У него это уже другая посадка. Первый раз он был посажен в полузакрытую систему, горшочек в кашпо. А в этот раз я его посадила в систему автополив, то есть горшок с поддоном. Что я хочу сказать, что сама система, сами горшки мне очень нравится, как в них развиваются орхидеи, как наращивают корни. Но мне не подходит. Я привыкла все-таки, чтобы длительность, интервал между поливами был больше, то есть в районе 2, а то и 3 недель. А в горшке с автополивом надо поливать чаще. И получается, что рядом стоят в двойных горшках, в закрытых системах. И я порой не доливала эту орхидею. И как следствие у нее вот есть отеки на листиках. Вот эти нижние листики у нее вот такие вяленькие и остались. И я сделала вот так. Взяла такой поддон из пластика и уже сняла поддон самого горшочка, потому что уже и корни вылезли через щели. И вот так вот заливаю на палец воды, покрываю, и вот так вот у меня орхидейка стоит. И чувствовать стала себя получше, то есть нет такого пересыхания. Посажена она у меня в кору, мох, сверху кока-чипсы. И вот смотрите, корешки у нее тоненькие. То есть эту орхидею желательно не сильно просушивать. Цветет эта орхидея часто. Она практически не бывает без цветочков. Сам период цветения у нее длится где-то недолго, где-то 3 месяца, 2,5-3. Потом орхидея отцветает, и уже в процессе отцветания у нее выходит новый цветонос, который растет вот где-то 1,5-2 месяца, и вновь орхидея зацветает. Вот такая у нее периодичность и особенность цветения. Тип цветения у Сафира мультифлорный. Цветочки небольшие. Где их словить? Ну, вот так, до 3 сантиметров.
так, до 3. Небольшие, не ароматные, относятся к голубым орхидеям. Ну, по мне, она такая нежно-сиреневая, нежно-фиолетовая. И вот такая красивая у нее губа, форма губы, уже более интенсивно фиолетового цвета. Рядом с сафиром его друг, это Кенис Шубер Блю Ангел. Они сочетаются в оттенках цветов и размеров цветочков, но есть особенности, то есть фестончатый край у Шуберта вот такой красивый на петалях, губки похожи. И самое главное то, что это очень ароматная орхидея. Кенис Шубер Блю Ангел пахнет как французский дорогой парфюм. И самое тоже отличие, то, что это револьверный тип цветения у этой орхидеи. Вот один цветонос она может растить год, а то и больше. Постепенно доращивает, отцветает и доращивает. Это уже вот свежий цветонос, когда был вот клещ замечен, вот как раз на этой полочке, помните, вот и дальше вот желтый леопард и желтый шоколад. Я тогда срезала цветоносы и срезала старый цветонос уже, который колечком был завернут, долго цвел, потому что цветоносы это самые любимые места у клеща. Рядышком орхидейка розовая принцесса. Это орхидея, которая вышла у меня из реанимации. Была куплена цветущей, потом заболела, и вот я ее выходила. И это уже второе домашнее цветение после восстановления. Орхидея Лас-Вегас. Вот дорастила всего один цветочек. Как-то она меня не радует пышностью своего цветения. Я ее, правда, пересадила, но вот уже опять воздушные корни. И здесь вот корешки пошли. Возможно, будет новый цветонос, потому что шея, посмотрите, прям вот набухла. Орхидейка Пениф. Вот такая красавица. Темная, кожаная. И вот уже пошел новый листик. И у другой детки пошел новый листик. И продолжает свое цветение. Но Пениф это очень долгоцветущая орхидея. Также вот бронзовый Будда ароматный. Также он цветет в моих условиях 4,5 месяца. И также вот почувствовал весну, тронулся в рост. Здесь вот орхидейка Грация. Она отсушила. И вот сейчас цветет дорочными цветочками. Здесь у меня стоит орхидейка Dusty Bell, парфюмерочка. Я вам рассказывала, что пострадали у нее корни, 1/3 точно сгнила, потому что я забыла слить воду. У нее было непрозрачное кашпо, и я не видела уровень воды. Налила и забыла слить. Увидела, что много, и забыла. И вот простояла она, эта орхидейка. В следующий полив я наливаю, а вода пошла через край. Я кинулась, а корни уже, часть корней погнили. Вот рядышком это вот Грация. И следующая орхидейка доцветает. Это Pink Dream бабочка, розовый сон. Такая красавица, мультифлорка. Я ей отрезала центральный цветонос. Он стал уже отсыхать, отсушивать цветочки. И вот продолжается цветение на ответвлениях. Здесь у меня вот западное окошко. Так я притеняю. Смотрите, детки на дендробиуме, нобеле. Даже 2
детки, вон солнышко заходит. И здесь у меня растет хоечка. Вот-вот уже стала распускаться. И на этой полочке у меня продолжает свое цветение орхидейка Леодора. Ароматная, красавица. Цветочек в форме звездочки, очень плотный. Такой у нее, как пластмасска. Цветочек. Здесь, смотрите, цветонос и много ответвлений, и много цветоносов. То есть, если у вас есть этот сорт, эта орхидея, то не обрезайте ей цветоносы, потому что она дает ответвления, и плюс новый цветонос, и будет у вас за счет этого пышное цветение. На этой полочке в основном уже орхидеи отцвели. Вот Compilation орхидеи я сама срезала цветоносы, потому что я вам уже показывала, рассказывала ее, она потеряла корни. Я ее пересадила в закрытую систему, вот трубочка и фитилек. И тургор у нее был ослаблен, и сейчас вот нижний листик вот я приподнимаю, видно, что он, видите, такой вот в трещинках, потому что с ослабленным тургором. Но он растет уже новый листик, и вот корешки пошли в рост. То есть правильно я и сделала. Надо орхидеи, чтобы она наращивала корешочки, а не цвела. Еще увидим цветение. Еще один крупноцветковый красавец, всеми узнаваемый. Это орхидея Magic Art. И каждый цветочек, посмотрите, как раскрашен индивидуально. Даже вот есть сполох. Это даже как от каменной розы, да, немножко. У меня их два. Вот там тоже доцветает, видите, внизу процвел и каменный. Главное, интересно, что сам Magic Art, который был чисто Magic Art и купленный, всегда цвел, он процвел каменной розой. А который Magic Art был с двумя цветоносами, один Magic, один каменная роза, процвел Magic Art. Вот так могут цвести этот гибрид. На этой полочке у меня уже начинает, уже цветает наполовину пилонг черри. Эта орхидея цветет, к сожалению, недолго, где-то 2-2,5 месяца, но очень вкусно пахнет. Такой пудровый запах и прям очень нежные, трогательные у нее цветочки. Также у меня здесь орхидея Пират Пикати. У нее разветвленный цветонос, 2 ответвления. Вот немножко сбросил цветочков. А эти цветочки выгорели, конечно, но продолжает стойко держаться на цветоносиках. Также начала цветать Суга Юкидан. Вот у нее был цветонос от ответвления. И третье колено. А здесь первое колено. Вот такой красивый каскад. Крупный цветок. Вот. Но уже отцветает. Но Суга Юкидан, он может зацвести и в лето. Он цветет где-то около 3 месяцев. И охотно дает, пробуждает почки на цветоносах и дает цветоносы из старых цветоносов. Здесь у меня вот такая семейка. Орхидеи Yellow Kiss, Big Lip тоже выгорел, потихонечку отцветает.
Затем орхидейка вот Фронтера. Был богатый такой цветонос. Сейчас основной отцвел. Осталось ответвление. Вот белая орхидея от Декорум, которую я вам показывала. Красавица на двух цветоносах. Еще держится, но уже вот позеленели ее немножко цветочки, начала отцветать. И здесь Амадоро также заканчивает свое цветение, но эта орхидея очень долго цветет. И рыженькая орхидея с крапом, это Sunset Love. Она также отцветает. Вот уже я срезала ей цветоносик. И вот еще чуть-чуть, там у нее 3 цветоноса было. Дорощенные со старых и новые. Орхидея Joyride. И вот Пасадена. Орхидея цвела на 2 цветоносах. Очень красивый каскад. Я вам неоднократно показывала. Вот такой у нее большой горшок. И смотрите, дала ответвление со старого цветоноса. Здесь у меня Golden Sand, но это не Golden Sand, а Morning Breeze, потому что это европейская орхидея. Она похожа на Микки Golden Sand, но имеет другую губу. Губа у нее в виде лопаточки. Сейчас я вам приближу. А у Микки Golden Sand остренькая. А так вот по расцветке они похожи. Единственное, что она уже как бы давно цветет и выгорела. Также здесь, смотрите, новый цветонос начинает цвести Сара Блаш. Это уже на лето орхидейка зацветает, потому что у нее вот из старого цветоноса осталось 3 цветочка. Дальше еще больше красоты. Пройдемся по этим полочкам. Продолжает радовать красавица, яркая, сочная орхидея под названием Бинти. У нее вот новый цветонос и ответвление от старого цветоноса. Дальше орхидейка Монро с очаровательными рюшечками. Наоми. Шикарный каскад. Я вам покажу с другой стороны, потому что так лучше видно. Она очень красиво и правильно укладывает свои цветочки. Каскад получается очень замечательный, правильный. И рядом с ней новые цветы, свежий распуск. Вот уже дорастила 2 бутона. Это Black Piano. Вот такая огромная бабочка. Это мне представительница. Вот я фон. У нее, ну, по мне, моему наблюдению, более изрезанный край рюшистый. Еще у меня есть Black Piano, еще одна. У той край был более треугольный. И вот такая красивая здесь компания. Орхидейка Палермо. Красоточка. Редала или Рауль. Очень яркий, сочный цвет. Смотрите, уже сколько цвела орхидея. Это уже дорощенные цветочки. Я помню, даже предыдущий цветонос где-то стоял 9 месяцев. Уже орхидейка выгорела в такой розовый цвет. И я ее пересаживала и отрезала ей этот цветонос. Здесь мне прекрасные каскады из орхидей Baby Face. Вот такая милашка.
Спасибо большое, что написали мне комментарии под тем видео, где я спрашивала про этот сорт. Она у меня впервые цветет вот таким каскадом. И сразу мне все стало понятно, отличие сортов. Но почему меня тогда ввело смущение такое было? Потому что она очень меняет свой окрас. Вот Babyface. Распускается она бежевой, такой светло-бежевой, желтой серединой. А потом переходит, я бы не сказала, что она выгорает, а именно переходит в вот такой вот нежно-розовый цвет с выбеленной середкой. Потому что она вот только вот распустилась, последний цветочек. Видите, он даже видно, что он более бежевый и желтизна присутствует, чем более ранние цветочки. За Babyface орхидейка венецианский карнавал также отсушил часть своего каскада красивого. И вот новые дорастил цветоносик и вот распустил цветочек. Цветочки, как видите, отличаются. Распускает он более такой темно-розовый с фисташковым отливом цветочек, а потом вот становится такой нежно-бело-розовый. Рядом с венецианским карнавалом прекрасный водопад, каскад из двух цветоносов биглипа, кристальная вода. Я так сформировала удачно на каскад, то есть один цветонос догоняет другой и сливается в вот такую молочную реку. Ну и яркий огонек, фонарики. Это орхидея «Сладкая девочка». 2 цветоноса, групповая посадка по цветоносику от каждой орхидеи. Эта орхидея чем хороша, в отличие от желтых орхидей, многие из которых выгорает практически белый цвет, «Сладкая девочка», наоборот, желтый цвет, интенсивность набирает. Распускается более бледной и потом становится вот такой яркой. Не менее яркая орхидея – это Red Rose. Не выгорает со временем. Долго цветущая орхидейка. Начала расти уже вот корешки, листик. И вот цветет. И осенью цвела, и вот зимнее цветение на цветоносе из почечки. Polar Fire. Вот уже отцветает. Дендрофаленопсис. И вот только раскрывается из почечки. Эта орхидея цвела. Я вам показывала. Был шикарный разветвленный цветонос. Орхидея Роттердам. И вот сейчас будет сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цветков на цветоносике из почки. Это уже, я думаю, летнее цветение. Цветет в среднем до 4 месяцев эта орхидейка. Но, я имею в виду, цветет, потом может вот так вот продлить свое цветение. Рядышком вот уже подвыгорела, но держит свои цветочки. Это орхидея бабочка, калейдоскоп. Вот такая красавица. Здесь стоит орхидейка вот Модена. Наращивает корешки, но хорошо наращивает. Молодец, она не цвела в этот зимой. И вот почему-то не процвела мне Стейси. Вот орхидейка, хотя такая, у нее все хорошо, и корни, и листик краб узнаваемый. И орхидейка вот
Карамба. Она похожа на орхидейку Пикассо. Биглип шикарная, шоколадная, я вам показывала. Вот она такого же плана, но жду, не дождусь ее первого цветения. И вот почему-то мне Чармин Панда не цвела эту зиму. Хотя все у нее замечательно. Здесь дорастил цветоносик и цветет вот 3 кожаными такими плотными цветочками. Это черный мрамор, Black Marble. И вот над ним лаковый красавец, восковичок Сога Релекс. Это Сога Релекс 1671. Видите, у него белая каемочка по краю лепестков. Почему я рассказываю об этом? Потому что у меня, сейчас покажу. А вот Сога Релекс 1661. У него нет белой каймы по краю лепестков. И это непростая орхидея. Дело в том, что в 2020 году я принесла цветущую орхидею, вот Сога Релекс, на работу. И ушла в отпуск. И хорошая сотрудница, она ничего не имела, никаких плохих намерений, просто не знала, как поливать. И она залила прям сверху, когда я пришла, орхидея уже хорошо загнила, скажем так. И я сохранила цветонос, поместила мох в бутылку пластиковую, и через полгода цветонос дал детки. Была 2 детки спаренные с одной почки, и вот эта детка внизу самом вышла самостоятельно, отдельно. Она и оказалась более сильнее и мощнее, потому что те 2 детки, одна, вот я их все пересаживаю по этапу, одна детка вот уже посильней, а вторая еще совсем крошечка, со спичечный коробочек такой. Это тоже деточка, не сказать, что она прям крупная, где-то между, если азиатский размер смотреть, между 1,7, 2,5. Но вот уже зацвела. Зацвела, получается, спустя 4 года. Это вот у меня был удачный такой способ получения деток на цветоносах без цитокининовой пасты. Просто вот мох и влажная среда, тепличка такая. Потому что в остальном, вот я сколько цветоносы не пыталась так потом выращивать, вернее, деток ждать без пасты, еще раз напоминаю, у меня уже не получалось. Так что это вот такая знаковая орхидейка и очень важное и долгожданное цветение. То есть эта орхидейка у меня не пропала. Поэтому я, когда вот появились 1671, я купила. Потом опять стали привозить 1661, но я ждала, верила, что у меня все-таки будет 1661. Вот они отличаются. Видите как? Даже, мне кажется, цвет чуть-чуть посочней. Или мне только кажется. Ну вот кайму вот четко видно, белая кайма. Чем отличаются эти 2 гибрида? А вот такая сейчас у меня температура. Понижена влажность, дождей нет, жарко. И орхидейки прям вижу, вот ускорился процесс отцветания. Перед вами красавица Spot Leopard бабочка. Крупная, красивая. Для меня вот очень шикарная, как бабочка. Я ее даже продублировала в своей коллекции, но дубль еще не цветет, растет потихонечку. Как горит, да, огнем Сога Релекс. И вот здесь у меня зацвела вторая моя орхидейка Джамбалая. Помните, я вам показывала первую. Кстати, она отцвела. Это посильнее Джамбалая, кустик я вам показывала. А то всего было 2 листика послабее. Было 2 цветочка, и как-то она быстро отцвела. Ну, с одной стороны, это хорошо.
И вот здесь у меня такой листик, уже так загорел. Это сакура кейв, которая пилоричная. Вот. Ращу потихоньку с 1,7. Вот все никак не дождусь ее цветения. Вот еще здесь один бронзовый Будда. Бронзовый Будда. Это детка от маминого бронзового Будды. Это механика, упала она у меня, лечится. Ну вот такая красивая, ароматная мультифлорка. Galaxy просится в кадр. Я вам уже ее показывала. Очень эффектная орхидея. И чтобы не снимать, я вам с балкона покажу через окно. Вот Pink Dancer или Fairy. Вот такой красивый цветонос. Эта орхидея дорастила, не выгорает, на моих старушечек. И здесь вот попугай отцветает на заднем плане. А вот цветет также пульсация. Хочу поделиться с вами своей радостью. У меня новый листик из точки роста орхидеи, которая была сильно поедена клещом. Моя джакаранда, слава богу, жива, точка роста целая, клещ не выел. Вот. Я проверяю все время под микроскопом периодически и на предмет наличия клеща. И потом я, видно, или отдельное видео сделаю, или часть видео расскажу о своих наблюдениях, как, сколько, какие сроки, потому что у меня вот другие сроки получились по препаратам. И плюс я расскажу, вот мне девочки подсказали для профилактики, какие растворы можно сделать. И я в ближайшее время вам расскажу. И на этом я буду заканчивать свое видео. Вот сокровища Будды. Красавчик. Смотрите, как хорошо стрельнул. Вот уже быстренько за весну один листик, второй листик. И вот корешочки пошли. Только его пересадила в том году. Смотрю, надо заново пересаживать. И дорастила такие вот смешные цветочки Спанч Боб. Вообще, мне она была бабочкой, но процветала одним цветоносом стандарт и бабочкой цветоносом, то есть цельным цветоносом, не наполовину, что мне вот устраивает. А это, конечно, какая-то половинка. Одна бабочка, а другая похожая на трилипс. Вот как две губки. Вот так начудила орхидейка. И заканчиваю видео. Арт Ново. Смотрите, какую уже дорастила ветку. Будет цвести. Доращивает змеиная кожа. Вот новый цветочек. И вот в рост идет. Ну, много можно, конечно, гулять, рассказывать. Дикого котика, новый листик. Но это все будет в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю крепкого здоровья. Здоровья вашим орхидейкам, вашим близким. До новых встреч. До новых видео.